маленькая девочка внезапно заболела загадочной болезнью. Когда ее мать Анна привела ее в больницу, врачи сообщили, что у Софии редкое заболевание, от которого почти невозможно найти лекарства. Анна была в отчаянии. Именно в тот момент, когда она почти потеряла надежду, на подоконнике их дома приземлился черный ворон, держащий в клюве нечто ужасное. Жизнь Софии в их тихом прибрежном поселке Бриджхейвен оказалась под угрозой. Сначала все казалось обычным. Несколько недель девочка играла у берега и помогала маме в саду. Но однажды у нее началось носовое кровотечение. Затем она не могла ни есть, ни пить по несколько часов в день. Она стремительно теряла вес и становилась все более замкнутой. Анна металась между врачами, клиниками и анализами, но никто не мог поставить диагноз. А тем временем София угасала. Однажды, в хмурый зимний вечер, Анна отправилась за покупками. В лавке у пристани она неожиданно встретила свою старую школьную подругу Екатерину. Удивительно было встретить знакомое лицо в этом холодном и заброшенном месте. Екатерина сказала, что приехала повидать родственников мужа, и они с Анной договорились встретиться вечером в местном баре. Вернувшись домой, Анна прошла в комнату дочери. София лежала на кровати такой же слабой, какой была утром. Обезболивающее, выданное врачами, лишь немного приглушало страдания, но болезнь не отступала. Анна с трудом сдерживала слезы. Она оставила работу, чтобы заботиться о дочери, и почти не ела. Поддерживала ее лишь сестра Дарья. Именно она присматривала за девочкой, пока Анна ненадолго уходила. Та вечерняя встреча с Екатериной, казалось, была всего лишь способом немного отвлечься. Анна пила, плакала, рассказывала о том, как теряет свою дочь. Екатерина молча слушала и ободряюще держала ее за руку. Тогда Анна не могла и представить, что эта встреча спасет жизнь Софии. Прошло 2 недели. Анна почти забыла о той ночи. Но однажды ей позвонили с незнакомого номера. Это была Екатерина. Она сказала, что хочет приехать и рассказать нечто важное. Анна, хоть и стеснялась своего поведения в тот вечер, согласилась. Вскоре Екатерина появилась на пороге и, не теряя времени, начала рассказ. Она поведала о бабушке мужа, старухе по имени Прасковья, которая жила глубоко в болотах, у самой кромки прибрежной трясины. Старушка дожила до 103 лет и считалась местной знахаркой. Анна поначалу не поверила. Но Екатерина продолжила. Она сказала, что рассказала Прасковье о болезни Софии, и та сразу же узнала ее симптомы. Так выглядела древняя болезнь, некогда поражавшая людей в этом регионе. «У вашей Софии не просто болезнь, это паразит», — сказала Екатерина. Он проникает внутрь и медленно поедает жертву. Не заразен, но смертелен. Сердце Анны остановилось, когда Екатерина вдруг спросила, у нее не появлялась пурпурная жидкость из носа. Только этим утром Анна заметила это. Она была в шоке. Откуда Екатерина могла знать? Ответ был очевиден, все это правда. Прасковья сказала, что вылечить эту болезнь можно. Но только если осмотреть девочку лично. Сначала Анна сочла это странным, даже опасным, вести дочь в дом к незнакомой старухе. Но у нее не было выбора. Они втроем, Анна, Екатерина и Дарья, осторожно усадили Софию в машину и отправились в путь. 3 часа они ехали по проселочным дорогам, пока не добрались до маленького деревянного дома, укрытого деревьями и болотом. Старая Прасковья встретила их на крыльце. Глаза ее были темные и глубокие. Она посмотрела на Софию и сразу сказала, паразит уже в легких. Нам надо торопиться. Она поведала, что в старину люди искали цветок под названием пылающая лилия. Только его экстракт мог убить паразита. Но рос он исключительно в кратерах вулканов на далеком архипелаге Мирагуа, где земля все еще дымится жаром лавы. Цветы растут прямо из огненной трещины, подобно водяной лилии, цепляющейся за гладь пруда. Это было безнадежно. Даже один такой цветок было сложно добыть, а для исцеления Софии требовался целый букет.
Анна упала на колени и заплакала. Но Прасковья дала девочке отвар, замедляющий рост паразита. София немного ожила. В тот вечер София, почти не в силах говорить, попросила старуху нарисовать цветок. Получив рисунок, она сказала маме: «Возьми мой свисток. Выйди и позови его. Покажи ему этот рисунок. Он поймет». Анна, хоть и ничего не понимала, подчинилась. Она дунула в свисток, и спустя мгновение с дерева спикировал ворон. Тот самый, с которым София часто играла, и на которого Анна раньше ворчала. Она показала ему рисунок. Ворон некоторое время смотрел, затем взлетел и исчез в небе. Тем временем София, лежа в полудреме, вспоминала, как нашла ворона в снегу с переломанной лапкой. Она согрела его, ухаживала, лечила и кормила. Мама тогда настояла на том, чтобы выпустить его, но София придумала, как с ним общаться, при помощи особого свистка. Ворон умел находить нарисованные предметы. Это была их игра. Это была их связь. И ворон не подвел. Он нашел вулкан. Он спустился в кратер. Он отыскал пылающие лилии. По одной он выносил их из жуткого жара. Когда букет был готов, он полетел назад. Когда он вернулся и опустился у дома с цветами в клюве, Анна остолбенела. Она не верила, но теперь ей не надо было верить. Она видела. Целительница извлекла экстракт. Это заняло часы. Анна сидела рядом, держа Софию за руку, сжимая ее пальцы, пока та дышала все слабее. Наконец, настой был готов. Анна подняла голову дочери и влила капли ей в рот. Прошло несколько дней. София начала есть. Потом сидеть. Через 2 недели она уже бегала по дому. Они остались в доме Прасковьи, пока София полностью не восстановилась. Когда они вернулись в Бриджхейвен, ворон приземлился ей на плечо, закричав от радости. Он остался с ними навсегда, не просто как питомец, а как член семьи. Ведь он однажды уже спас Софии жизнь, и она спасла его. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.